Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я расскажу вам про самоуспокоение. Самоуспокоение, как навык стрессоустойчивости, отличается от самоутешения тем, что здесь мы подбираем все самые главные факты, позитивные, которые нас ждут в будущем. Опять же, для того, чтобы снизить уровень кортизола, стресса и тревоги, и для того, чтобы повысить уровень покоя, радости, любопытства и интереса, для того, чтобы эта тревога нас не блокировала, ее уровень снизился ровно до той степени, которая нас стимулирует, то мы должны помочь себе подкрепить это позитивным мышлением. Посмотрите, я сначала приведу пример. Допустим, вам поставили диагноз рак. И что вы можете сказать себе в этой ситуации? Хорошо, ничего страшного, рак это еще не приговор. Рака люди просто боятся, это все преувеличено. Рака боятся, потому что они, во-первых, о нем ничего не знают. Во-вторых, рак раньше не излечивался, сейчас у нас уровень медицины скакнул вперед, меня обязательно вылечат. И смотрите, что мы дальше делаем. Мы обязательно создаем себе позитивную цель. То, что будет хорошо, то, что мы добьемся для себя благоприятного и желанного. Тогда вы говорите себе: я вылечусь от рака. И второе, что мы себе представляем, это не сам результат, позитивную цель, а процесс того, как вы ее достигаете. То есть вы говорите себе: я буду придерживаться всех рекомендаций врачей. Что я еще могу сделать? Я брошу курить, я займусь йогой, я буду медитировать, я буду хорошо питаться и хорошо спать. Это мой уровень стресса предыдущего уже довел меня до этого. Так, сейчас пора взять себя в руки и делать все для того, чтобы вылечиться. Или же, если вы разводитесь и у вас все померкло в будущем, вы уже думаете, что ничего не будет хорошо, вы думаете: сейчас я разведусь, остаток своих дней буду доживать один, меня уже больше никто не полюбит, меня уже не возьмут замуж, я вообще не знаю, как мне жить, для чего. В общем, буду как-то прозябать, а потом, скорее всего, и умру. То тогда в этой ситуации вы можете себе сказать: так, ничего страшного, развод это еще не приговор, все хорошо, мы просто потеряли общий язык с этим человеком, развод это неплохо, у каждого из нас в будущем еще будет очень много хороших событий, я найду себе хорошие, счастливые, долгосрочные отношения с любимым мужчиной и буду даже еще более счастливой, чем раньше. И дальше вы себе представляете, как вы будете достигать эту цель. Сначала мне будет очень грустно, конечно, я буду сидеть одна, и не буду знать, куда себя применить. Но потом когда-нибудь я куда-нибудь пойду, познакомлюсь с этим парнем или мужчиной, я встречу его, он меня полюбит, он будет такой, то есть более подходящий мне, чем муж. Я извлеку опыт из той ситуации конфликтной, которая у меня была с мужем, больше так уже не буду делать, я перестрою свой характер, конечно, в чем-то, и в итоге мои отношения даже будут еще более счастливыми и благоприятными для меня, чем те, которые были у меня в прошлом. Каждый человек имеет право на любовь, на счастье, и я свой следующий шанс обязательно использую. Этот шанс даже не один, и в будущем всегда будет еще больше хорошего, чем было в прошлом. В чем смысл этой процедуры? На самом деле он является научно обоснованным. Почему? Потому что у нас есть такая сфера психики, как восприятие. Восприятие – это структура, которая работает следующим образом. Она постоянно сканирует окружающую среду в плане поиска возможностей, наиболее благоприятных для нас. И вот смотрите, как индейцы не могли увидеть корабль, который приплыл из Европы, потому что у них в голове не было образа и представления об этом корабле. Точно так же и мы не сможем получить позитивный для себя результат, если мы его не представим. И когда мы в своем головном мозге создаем шаблон, ситуацию примерно, которую мы хотим достичь с целью и с процессом достижения, и мы продумываем сложности, с которыми мы можем столкнуться, то есть мы занимаемся процессом планирования, то эта информация посылается восприятию, и восприятие начинает лучше замечать и отслеживать те факты и события окружающей среды, которые нас могут привести именно к достижению наших целей и результатов, которые мы для себя задумали. Соответственно, в реальности повышается шанс достижения этих ситуаций. То есть это и есть самый главный секрет позитивного мышления, материализации мыслей, в которые верят эзотерики. Но это уже не говоря о том, что эта процедура самоуспокоения уже в текущем моменте помогает вам успокоиться.
Это самое основное, что я вам хотела рассказать по поводу самоутешения и самоуспокоения. Это очень мощные методики. Обязательно их попробуйте, когда у вас будет стрессовая ситуация. Но смотрите, самое важное, да, что мы должны помнить, что мы используем самоутешение и самоуспокоение для того, чтобы они нас мобилизировали действовать адекватно и целесообразно этой ситуации, для того, чтобы как можно быстрее ее преодолеть. Но в том случае, если мы уже сделали все, что могли, но сама эта ситуация еще не разрешилась, потому что время еще не прошло, да? Даже если мы делаем все для излечения рака, то он не проходит за один день. Или даже если мы сделали все для того, чтобы развестись, там, поговорили с мужем об этом, подали документы адвокату, и вот сейчас идет бракоразводный процесс, да? То есть мы уже сделали все, что могли, но есть какие-то вещи, которые мы контролировать не можем, на которые мы повлиять не можем. И в этой ситуации дальнейшее прокручивание негативных мыслей уже не целесообразно. И тогда мы должны сделать что? Отвлечь наше внимание, для того, чтобы перестать постоянно в холостую гонять эти негативные мысли и только накручивать этот стресс. О том, как это сделать, я вам расскажу в следующем видео. Всем пока!